Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина, и я начинаю свой вышивальный влог «Ни дня без вышивки». И в преддверии Рождества мы, естественно, готовимся к Рождеству. И, честно говоря, мне совсем не хочется вышивать мои начатые уже процессы. У меня, я честно старалась вышивать мои кукурузы, вот эти. Ну, то ли от того, что я здесь устала от зашивки этого фона, я уже 153 раза пожалела, что я не взяла ту ткань, которая у меня была. Ну, даже если бы она чуть-чуть по тону отличалась бы, ничего страшного не произошло. Но мне бы не пришлось вот это все зашивать. Вот видите, вот этот кусок я шью, и конца и края ему нету. Вот здесь я начала шить уже ботву. Ну, я так вперемешку немного пощу этого, пощу здесь. Ну, нет настроения, сейчас хочется чего-то морозного такого, бело-голубого, снежного, что-то, чтобы передавало какое-то рождественское настроение, либо игрушки какие-то рождественские. И я решила отложить пока эту кукурузу. Ну что, как говорится, мы ж умирать не собираемся сегодня. Не доделали, доделаем завтра. А решила я выбрать, и сейчас мы вместе посмотрим, что же у меня есть. Тут же у меня игрушек теперь хоть завались. Вот такая огромная у меня коробка с этими игрушками новогодними от Милхила. И я хотела вышить обязательно вот этот... Ну, даже не вышить, наверное, скорее всего, это сделать. Вот этот набор от Tela Artis, вот такой листик. Этот листик я хотела подвесить себе в машину, так что я хочу сделать этот листочек. Посмотрим, что же там внутри в этом листочке есть. Так. Здесь есть у нас «Морозная Аврора», называется этот листик. Видите, какой он красивый. Это у нас такой типа фетр, не фетр. Как это называется? Сейчас мы прочитаем, и я вам сейчас все скажу. В набор входит, это велюр у нас. Велюр, бисер прециоза, орнелла, декоративные элементы, канитель, застежка, иголка и инструкция. Ну, застежка мне не нужна, потому как я уже сказала, что я хочу сделать подвеску в машину. И я, знаете, что думаю? А не сделать ли это, я так понимаю, задник? И задник в этот просто, он закрывается вот этой штучкой, вырезается и закрывается. А я посмотрю, если у меня хватит, я и задник выщу так точно. Я не думаю, что это прям так сложно. Правильно, не ракетостроение. Посмотрим, как это все делается. Смотрите, какая красивая должна у меня выйти подвесочка. Вот здесь вырезаются эти дырочки в форме сердечка. Ну, здесь надо все-таки, наверное, я так полагаю, и инструкцию надо прочитать. Я помню, в прошлый раз я первый раз пришивала канитель. Ну, но это на сердечке. Ну да, вот здесь я пришивала эту канитель, и я ее сильно растянула. Ну, как бы не сильно, тут заметно, что я растянула, но растянула. И вот такая брошечка у меня была. Ну, в этот раз я не хочу брошечку, я хочу именно подвесочку. Я надеюсь, мне этого всего бисера хватит. Ну, а если не хватит, возьму у себя в запасах чего-нибудь и как... Смотрите, а здесь очень много канителя пришивается. Вот здесь и здесь по листику, по всему. Ну, я думаю, это будет очень-очень интересно. Короче говоря, начну я, пожалуй, с этой брошечки. И кроме этого у меня ж планы тут наполеоновские. Я хочу сшить скатерть, я хочу сшить все-таки эту подушку. Мне надавали столько совета по поводу подушки, ну вот эту мишку, которую я хочу в подушку оформить.
что теперь уже вообще растерялась, и мне кажется, мне уже ничего не нравится, мне ничего не подходит, никакая ткань мне не нравится в этой подушке. И я решила, ну, наверное, я пока вместе ее отложу, и потом как-то свежим взглядом посмотрю, знаете, как бы надо, если не идет, надо отложить и подождать. Сейчас основное надо сделать скатерть. Скатерть, и потом надо же дом украсить все-таки к новому, к Рождеству. Уже у нас сегодня 2 декабря. Обычно я в начале декабря уже украшаю полностью дом. И в этом году я что-то не за холодную воду, завышивалась. Так что до следующего включения. Пожелайте мне удачи и все увидите и узнаете. Оставайтесь со мной. Ну и вот, друзья, мой результат за вчерашний вечер. Я, конечно, хотела, как только я пришила канитель, снять, но было уже темно вечером, и я думаю, пойду вперед, завтра уже расскажу. Ну что, собственно, почему хотела снять и что я хотела рассказать. Во-первых, у меня здесь канители было впритык. Ну вот если бы, знаете, там где-то что-то ошиблась и куда-то не туда, мне бы ее реально не хватило. У меня осталось буквально полсантиметра канители. И вы можете сказать, ты там недостаточно хорошо ее растянула. Я ее растягивала прямо по линейке. Там написано растянуть эту канитель. Ну, канитель это вот эта пружиночка такая. И она идет в сжатом состоянии. И там написано, растяните ее в 2,3 раза. Я взяла линейку, и я по линейке растягивала эту канитель. Там, получается, канители дают 40 сантиметров. Видите, я даже знаю, сколько сантиметров там. И ты ее растягиваешь, у меня вот получилось в 2 раза больше, 80 сантиметров. И там еще написано, значит, разрежьте эту канитель на 4 части. Вот этого я вам не советую делать. Можете, если это слишком длинная у вас будет, можете разрезать ее на 2 части. На 4 части ее разрезать не надо, потому что здесь вы когда выкладываете, ее надо вот обрезать на острых углах, чтобы создавался такой острый уголочек. И вот здесь острый уголочек должен быть, а в остальных местах вот здесь она должна. И когда я разрезала вот эти полсантиметра, которые у меня остались, они вот у меня как раз остались. Я сначала отрезала, ну я померяю 40 сантиметров, и я думаю, на 4 части сразу резать не буду, буду отрезать по 1/4. Ну вот я отрезала 10 сантиметров, растянула на 20 сантиметров. И я выкладывала, обрезала, выкладывала, обрезала, выкладывала, обрезала. У меня вот такой хвостик полсантиметра остался. Его потом никуда притулить, ну, короче, он не нужен. Остался хвостик такой. Если вы не хотите, чтобы у вас где-то здесь прерывалось и некрасивое соединение было, то тогда его пришивать смысла нету. А потом, я же вам говорю, у меня остальные все вот эти оставшиеся 30 сантиметров я делала одной, уже растянула, и одним куском я его пришивала. У меня вот тютелька в тютельку, вот впритык у меня вот оно все пришилось. Поэтому вот такой мой совет: не разрезайте ее, а если разрезать, то напополам, не больше. И я вот считаю, все-таки могли бы положить, ну, хотя бы на 5 сантиметров, чтобы у вас был шанс на ошибку, так сказать, если вдруг вы там где-то что-то, знаете, канитель такая, там потянешь нечаянно, и она у тебя сильно растянулась, и не очень красивый кусочек получился, там, ну, выбросить, если, допустим, надо будет. Либо я вот эти полсантиметра вчера уронила куда-то, и я их так и не нашла. А потом, ну что, я пылесосом и пропылесошу, соберу, и привет. Так что вот с канителью будьте осторожны. А так, конечно, все это просто легко вышивается. Здесь на самом листочке, вот на этом велюрчике нарисованы эти бусинки, эти бисерочки. Ты можешь смотреть и пришивать сразу. А кроме этого есть и схема, на которой все это схематично, ну, нарисованы, эти все бисерочки. И, ну, я так понимаю, что моя
идея, что обратную сторону я тоже вышью такую же точно, это, наверное, утопия, потому что не хватит мне однозначно. Я думала, канители у меня нету. Это если заказывать, надо ждать. Ну, а как понимаете, ждать не хочется. Хочется уже сейчас иметь этот листочек. Так, у нас концерт воскресный. Церковь у нас вот так приветствует нас по утрам в воскресенье, чтобы мы не забывали и просыпались вовремя. У меня осталось немножко от сердечка. Вот видите, здесь вот такие похожие есть и бусинки, и жемчужинки, но там совсем немножко. Вот этих здесь жемчужинок на самом листике 3 штучки. Ну, наверное, позже. На чем мы остановились? Надеюсь, церковь свой концерт закончила и больше не будет повторяться, потому что я уже 3-й раз пытаюсь, только открываю рот, и она начинает колоколить. Сегодня у нас 1-й день Адвента, сегодня надо первую свечу зажигать, поэтому не 1-й день Адвента, как там в воскресенье эти свечи зажигают. Я, честно говоря, не очень в этих праздниках ориентируюсь. Ну, в общем, я знаю, что сегодня в воскресенье зажигается первая свеча из 4. Вот, короче, продолжаем разговор. Что я говорила? Что я хочу обратную сторону сделать из каких-то своих материалов, сама я подберу. И я говорила о том, что у меня, когда я вышивала сердечко, у меня здесь есть похожие бусинки, вот такие у меня немножко осталось там бусинок. Они чуть-чуть по цвету отличаются, если вы можете. Или такие штучные они. Мне кажется, они такие точно. Это вот эти вот голубенькие бусинки, потом жемчужинки. А потом у меня осталось парочку вот таких бусин от сердечка. И там немножко этого бисера. А тут все повторяется. Тут и бусины повторяются, и жемчужинки повторяются. Белые жемчужинки у меня есть. У меня даже белые жемчужинки красивее, чем эти. Здесь качество отвратительное этих бусинок. Вот этот перламутр, он уже облезший, когда я уже, ну, не знаю, будет ли вам видно, я покажу сейчас поближе. Вот белая бусина, но вы можете, я думаю, видно, что качество оставляет желать лучшего. Но тем не менее, в общей, как бы, в общем виде оно выглядит достаточно прилично. Так что вместо этого я могу сделать выкладную нить серебряной ниточкой. Ну, одним словом, посмотрим. Если я насобираю достаточно материалов, то я что-то придумаю. Вот эти большие бусины, здесь 3 бусины больших вот таких идет, и в наборе идет 4 бусины. Но вот таких больших бусин у меня однозначно нету. Может, я вообще все подберу из своих запасов. Там у меня есть какие-то бусины. Не обязательно, чтобы оно было 1 в 1. Хотелось бы, конечно, но посмотрим, как у меня будет получаться. Либо оставлю так, как есть. Оставлю просто задник, велюрчик вот этот наклею, да и все. И, конечно, бы хотелось, чтобы картоночку вырезали уже. Ну, картоночку надо будет самой вырезать, и, конечно, это будет, ну, как бы не очень просто сделать. Вот эти все загогулинки вырезать. Если бы это штампом вырезалось, это было бы, конечно, более аккуратно. Но ничего, как говорится, глаза боятся, руки делают. Посмотрим, что у меня получится. Стащила с чердака елочные украшения. И попробуем что-то. Ну вот, хочу украсить перед дверью, на столике на этом. Но вы видите, у нас после этого сумасшедшего ветра сколько листьев надуло. И прежде чем мне украшать, мне надо все вот это убрать. Так что это чуть-чуть затянется, как обычно.
И вот что стало. Ну вот, на зимнее более-менее похоже. И пристроилась моя салфеточка. Вот такую вот круглую подушечку. И вот камин. Посмотрим, что мы можем сделать с камином. И вот какой у меня камин. Елка наша, которая не выдерживает больше 5 грамм. Поэтому на ней вот такие снежинки. Такой снеговик. Сейчас у меня там свечи горят внутри в камине. Но с сапогами я вряд ли буду огонь разводить. И бант, который я делала в прошлом году. Красота. Ну и самое главное место в доме — это кухня. Вот такая она у меня не украшенная. Посмотрим, что получится. Ну и вот перед вами вишенка на торте, моя кухня. Давайте полюбуемся, какая красота у меня получилась здесь необыкновенная. Вот эти снежиночки, которые я вам показывала, которые довязала еще. Вот на такую, такой у меня снегопад получается. И они смотрятся, естественно, очень красиво, замечательно, просто чудесно. Это видно сразу, ручная работа, это не эти пластиковые, не бумажные даже снежинки, хотя бумажные тоже бывают очень-очень красиво вырезанные снежинки, не спорю. Ну вот мои снежинки мне нравятся безумно. И мне одна зрительница написала: у меня мечта вышить столько же снежинок. Давайте, есть такая примета на снежинку загадывать желание. Давайте все позагадываем на снежинку желание. Выберите каждая себе снежинку и загадайте самое заветное желание. И говорят под Новый год, что не пожелаешь, то всегда произойдет, то всегда бывает. А вдруг вы ничего не теряете. Как я вам уже говорила, я хотела из этих снежинок сделать другое украшение, но их еще недостаточно, так что в следующем году подвяжу и еще украшу. А сейчас посмотрим, что у меня здесь на столе. А на столе у меня вот такой домик, который проходил совместник в Инстаграме, даже не скажу, кто его проводил, извините. Яблочки из Икеи, это свечи, елочка тоже из Икеи, и тем не менее это очень все классно смотрится и замечательно. И вот моя скатерть мережка. Кстати, кто не знает, у меня есть целый плейлист по этой скатерти. Если вы хотите сделать себе такую скатерть, проходите у меня по каждому элементу, по каждой вот этой мережке. Есть мастер-класс, и если вы захотите сделать себе такую красивую праздничную зимнюю скатерть, ну это не скатерть, дорожка, то вы можете пойти посмотреть, и я там подробненько рассказываю, как я вышиваю эту скатерть. И конечно же, я украсила свой шкаф. Сейчас мы его рассмотрим поближе. Вот такой старинный шкаф у нас, который был сделан в 1784 году. Это наследство моего мужа, скажем так. И я вот так его украшаю. Вот такие мои любимые игрушки. Вот такая звезда замечательная. Вот эти вот курочки золотые. Это киевские курочки, но я их когда увидела, я вообще не могла пройти мимо. Они просто классные. И после этого я их не видела. Ну и вот приобретение последнее, что вы уже видели. Ну и вот такой баннер, который я года 2, наверное, назад вышивала, это из журнала. И вот здесь я клейником вышила Merry Christmas, но его, к сожалению, издалека не видно. Ну, естественно, я перешивать не буду. Вот так он у меня висит на Рождество и на Новый год. И хорошо.
Смотрите, я наряжала, так наряжала, что вызвала снегопад у нас. И даже вон немножко остается, не тает. Вот такой праздничный украшенный дом у нас будет, и я этому очень рада. Я для себя решила украшать. Даже несмотря на то, что у нас нету маленьких детей и не приедут даже к нам взрослые дети, но это создает настроение, это радует, и мы сами себе делаем праздник. Так что украшайте и вы тоже. Прежде чем я вам покажу, как там продвигается мой листочек, морозная Аврора, хотела показать, как я украсила свое дерево. У меня такой елки нету, но зато у меня есть вот такие маленькие игрушечки, которые как нельзя лучше подошли к этому деревцу. И вот внизу у меня тут Дед Мороз с подарками, с автомобилем таким. И это, наверное, Снегурочка будет водить автомобиль. Вот так. И мой колокольчик красивый здесь пристроит. Ну а сейчас я вам покажу, что я там навышивала на морозной Авроре. Что у меня получилось. Получилось очень красиво, так как на картинке все такое же точно абсолютно. Как я уже сказала, было здесь вот такой один большой шарик в запасе и несколько вот таких, по два, по-моему, дополнительных были сиреневых и голубых шариков. Белых не осталось. Белых не осталось, даже я как-то лопухнулась с белыми, я куда-то сюда пришила один лишний белый. И у меня... Я такая дошиваю, мне не хватает одного белого, жемчужинки. Я такая думаю, как это возможно, не доложили жемчужинку. Я давай считать на схеме, сколько, 12 штук. У себя считаю, я уже пришила 12, у меня получается 13. Я думаю, это елки-палки, куда я ее прилепила, эту лишнюю жемчужинку, неважно. Это вот такой оригинал. И вот обратную сторону я сделала из остатков и из того, что у меня там в запасах было. Сейчас отодвину подальше. И можно будет сравнить, что у меня получилось. Не так, конечно, красиво. Канитель, конечно, она очень как-то делает этот листик красивее. Я подумала, обратная сторона все равно это будет не гладкая, а вот такая вышитая. Вот сейчас вам покажу поближе. Как я сказала, остался вот этот большой шар, несколько вот таких маленьких шариков. Вот таких бусин не осталось совсем. Это я уже бусины и вот эти жемчужинки свои пришивала. Вот эти вот, они, видите, чуть-чуть поменьше, чем те, которые на оригинале. У меня были либо намного больше, либо намного, не намного, а немного меньше. Вот они, видите, чуть-чуть отличаются, буквально на миллиметр. Так. Я так думаю, что очень даже прилично, очень даже неплохо вышло. Теперь мне надо будет их сшить вот так лицом к лицу. Здесь бисером обшить по контуру и в середину тоже бисером. А внутрь они там предлагают вложить картонку. Я не знаю. Не дается вырезанная картонка, надо самим вырезать эту картонку. Будем вырезать, что-то будем делать. И уже покажу, наверное, в следующий раз вам готовый листик. Итак, готов мой листочек «Морозная Аврора» от Tela Artis. Посмотрите, какая красота у меня неземная получилась. Это лицевая сторона, это так, как нам предлагает делать производитель. Как вы можете видеть, здесь бисер, бусины, все как положено, все как надо. А в конце этот листочек обшивается вот так белыми
белым бисером по контуру. И внутри, вот это внутреннее сердечко вырезанное, обшивается синим. И вот такой хвостик очень симпатичный делается. И это должна была быть брошь. Здесь на обратной стороне должен был просто быть велюр. И все. И все. Ну, на обратной стороне я вышила вот таким вот образом. Здесь, безусловно, не так красиво вышло, как на лицевой стороне, и не так, скажем так, аккуратно вышло, как на лицевой стороне, потому что вот когда обшиваешь, оно все равно выкладывало я-то на лицевой стороне вот эти бисеринки. Я не туда. А здесь внутренняя часть я вообще сделала еще один, ну, полуряд, скажем так, этим синим бисером, потому что как-то не очень красиво получалось. Ну, вот так издали, мне кажется, она очень даже славная, этот листочек получился. И так как это будет у меня подвешено в машине, я вот такой сделала хвостик. К сожалению, синих у меня тоже темно-синих таких не хватило. Я сделала вот такими голубым своим бисером. И вот так он будет у меня висеть. И я думаю, будет это очень-очень красиво и симпатично смотреться в зимний период времени. Ну, очень классно получаются эти броши. Ну, как я уже говорила в предыдущих, вы должны быть аккуратны, потому что шанс на ошибку здесь очень маленький. Ну, здесь вот она более, конечно, более простой узор. Ну, на мой взгляд, очень симпатично. Вот такая предрождественская нарядный листочек у меня получился. Ну и так как я закончила свой листочек, теперь мне хочется взять чего-нибудь другого маленького, я имею в виду. Потому как не хочется мне перед Новым годом, перед Рождеством что-то глобальное начинать. И уже оставлю на следующий год, а вот этот декабрь я хочу посвятить таким маленьким работкам. И что же у меня есть? Я совсем забыла, что у меня есть эти фонарики. Вот такой у меня есть, значит, что у меня Вистерия, Rainbow. Так, Сапфир и вот такой бордовый Плам. Вот такие у меня есть фонарики. Ну, мне что-то после этого листочка надоело уже эти бисеры и как их, бусины. Хочется крестиком повышивать. И вот такие у меня мелхилы есть зимние. Тоже они все с бисером. Ну, не знаю, что взять. Лошадку. Начала год с лошадки и закончу год лошадкой. Какие, смотрите, какие здесь красивые. Но тут тоже есть бисерка приличненько. Так, и два биконуса здесь у нас есть. Хотя, с другой стороны, мне очень нравятся колокольчики и шишка. Мне все нравится. Но я, пожалуй, начну... На колокольчики много здесь. Ну, тоже тут прилично. Все это будут подвесочки. Я не буду делать магниты. Это здесь все предлагаются магниты делать. Я не хочу магниты, я хочу подвески. Будут у меня они как новогодние игрушки. Так, ну, как вы думаете, что взять? Лошадку. У меня еще паровоз есть какой красивый. Вот, видите? Не, паровоз не хочу. Возьму колокольчики. А лошадку потом, если захочу. Ну, давайте посмотрим, что тут у меня есть в этих колокольчиках. Я уже вижу биконусы. Два вот таких биконуса красненьких. Иголочки две, как всегда, на мулине и на бисер. И бисерка тут так приличненько, надо вам сказать. Так. И вот такая бумажечка. Сейчас мы посмотрим. Тут предлагают нам все вышивать в 3 нитки.
мелхил пришивать в 2. Ну что, начну, потом покажу, что у меня получается. Та-да-да! Моя подушка, моя мишка-модница готова. Подарок моему мужу на Рождество. Я понимаю, это не то совершенно, что вы ожидали. Практически все мне написали, что эта ткань абсолютно не подходит сюда. Но, так сказать, владелец этого произведения выбрал именно это сочетание, я ему предложила, и сказал, что я хочу такое. И, на мой взгляд, получилось очень даже и очень уютно и интересно. Такая шотландская клеточка. Это фланелька, она очень мягенькая, она очень приятная, такая на ощупь. Ничего я тут не выдумывала, не придумывала, сделала очень просто, лаконично. Здесь на уголочке я сделала впереди, и сзади я сделала вот таким образом. Вот здесь такая спрятанная, как ее называют, молния. Хотела я сначала эту молнию вставить сюда, но так как я предполагала, что я буду делать в синем цвете, в голубом цвете, я взяла синюю, а другой молнии 60-сантиметровой у меня не было, и ждать с Алиэкспресса не хотелось, а здесь она стоит у нас столько, сколько можно купить подушку уже готовую, так что я решила, я вставлю это, все равно она не будет заметна. Вот такая у меня подушка получилась, и сейчас я вам покажу ее место, где она будет стоять до тех пор, пока ее под голову не засунут. Как вам? Скажите, вы ожидали чего-то большего, вам нравится, либо вы думали, что будет красивше? Ну, мне кажется, не теряется этот, не перегружено. Как вы думаете? Напишите мне, что вы думаете. И вот результат. Я понимаю, что не то получилось, что ждали, но, на мой взгляд, получилась очень домашняя, уютная подушечка. Мягенькая, это такая фланелька. И вот так она выглядит. По-моему, очень даже неплохо. Зашли в один магазин. Тут смотрите, какое Рождество вовсю. Аж глаза разбегаются, не знаешь, что тебе надо. Выбор пряничных домиков. И вот такая елка красивая. Деда Мороза. Пряничный домик. Колокольчики. Я, честно говоря, в таких местах так теряюсь, я даже не знаю, мне что-то вообще надо. Слишком всего много. Пряничные домики какие красивые. Конфетки. Ну и как же без миниатюр? Естественно, здесь целый город с лунопарком построили.
И здесь можно, вот там видите, в коробках все купить и построить себе дома, если хотите. Такой же город, даже может лучше. Здесь даже есть воздушный шар, видите, как классно. Более традициональное рождение Христа деревня. И вот здесь Джису. И также точно вы можете все купить. Я надеюсь, друзья, этим видео я вам создала предпраздничное рождественское настроение, вдохновила на украшение вашего дома. Помните, что сами мы создаем себе праздник. И я надеюсь, что вы тоже украсите свой дом. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока!